Изначально эти апартаменты предполагались для сдачи на Airbnb, но коронавирус спутал все планы, и теперь будущее этой квартиры туманно и многовариантно. И смотреть этот обзор нужно, исходя из данного понимания. А если что-то из показанного вас заинтересует, то в описании к ролику вы сможете найти ссылки на предметы интерьера, которые мы здесь использовали. Так же, как и ссылки на мои ролики, в которых я подробно рассказываю о различных интерьерных решениях, которые мы здесь реализовали. Изначально это была стандартная квартира с очень кривыми стенами, кривым потолком и кривым полом. Мы сделали перепланировку, выделив 7 зон и получили очень много света. Все пространство квартиры ломают и приумножают зеркала. В коридоре зеркала как будто бы пробивают стену в соседнюю квартиру, и кажется, что туда можно пролезть. Эффект этот усиливается еще потому, что в зеркалах фрагментами отражается свет из окна. Зона прихожей и хранения четко прозонирована цветом. Краска использована Little Green, оттенок заколерован по NCS. Это один из моих самых любимых оттенков. Смотрится он очень тепло и уютно, а сочетание с контрастным черным цветом добавляет этой комбинации драмы. В прихожей входная дверь от Jaguar, в которую интегрирован монитор, куда подключен и видеодомофон и другие камеры, чтобы не нужно было размещать вокруг этой двери никакие дополнительные устройства. Справа от двери щиток, который мы закрыли картиной. Всего для этого интерьера я нарисовала 3 абстракции, включая эту. Также на входе расположена небольшая полочка для ключей и мелочей и ароматный диффузор, чтобы сразу задать настроение при входе в квартиру. Для размещения здесь высокого зеркала в потолок мы нарастили неглубокую нишу в 5 сантиметров. И в этот момент некоторые из вас, возможно, воскликнут, как расточительно в однушке целых 5 сантиметров глубины стены отдавать для оптических иллюзий. Но это заблуждение. На самом деле 5 сантиметров большой погоды не сделают, но они дали нам больше. Они дали нам ощущение 10-сантиметровой стены и прохода в несуществующее пространство. То есть удвоили площадь и количество переотраженного света. Спускаясь ниже, можно увидеть чудо инженерной мысли – теневой зазор вместо плинтуса. Профиль для теневого зазора мы выкрасили черным, чтобы он был еще более скрытым. О решениях без плинтуса и в том числе теневом зазоре у меня есть отдельный ролик на канале с инструкцией монтажа в различных ситуациях. Щелевые или теневые зазоры вместо плинтуса будут встречаться в современных домах и интерьерах все чаще и чаще, потому что это очень удобное и практичное для строителей и для строительства решение. Есть люди, которые говорят, что это непрактично, что там будет скапливаться пыль. Так вот, на самом деле ничего там не собирается. Все находится неглубоко и на одном уровне с полом, поэтому робот-пылесос все там прекрасно вычищает, залезая своей щеточкой в эти щели. Есть и те, кто переживает о сохранности стен при отсутствии плинтуса. И для самых переживающих у меня на канале есть ролик про неубиваемый интерьер, интерьер из антивандальных материалов, где я рассказываю в том числе и о решениях для стен. Кстати, специально с учетом теневого зазора мы запланировали и аналогичное решение на мебели, и теперь у нас соединяются теневой зазор мебели и теневой зазор стены по всему контуру. В этот момент все перфекционисты должны испытать катарсис. На полу уложена белая швейцарская инженерная доска Bauwerk, которую мы взяли у наших поставщиков из Home Studio. Белые напольные покрытия очень здорово подсвечивают пространство. Если вы хотите максимально светлый интерьер, одних белых стен и потолка вам будет мало, надо делать белый пол. К тому же размер пространства мы ощущаем именно по полу, а белый пол его визуально увеличивает. Кстати, все, кто проходил мой курс по профессиональной стилизации интерьера, могут узнать в этой квартире проект, на котором они практиковались, выполняя задания. Кажется, что это все большая царь-кухня, но на самом деле это тоже оптическая иллюзия. В одной части скрывается короб с коммуникациями и воздуховод, который мы закрыли панелями, и за одной из этих панелей находится доступ к счетчикам, а с другой стороны холодильник. И вот так образуется иллюзия большой кухни. Интегрированные ручки холодильника сделаны разной формы, чтобы ничего не сбивало порядок в линиях кухонного гарнитура. В
центре столешница с рабочей зоной и раковиной, а верхние шкафчики расположены выше роста человека. И за счет этого они не будут мешаться, поэтому их можно не углублять. А сверху спрятан кондиционер. Вот так вот получилась высокая зона для стеклянного фартука, на котором можно писать специальными маркерами по стеклу различные послания. Изначально была идея дать возможность писать здесь всем гостям, которые приезжают сюда из разных городов и стран, чтобы было видно, как много здесь переплетается разных судеб, ну и немного познакомиться с предыдущими жильцами или передавать таким образом привет следующим жильцам. Но пока я тут записала одну из своих любимых мыслей. Но все это лишь маленький штрих, нанесенный на искусство проектирования мебели. Стеклянный фартук тут закреплен без вот этих вот металлических кружочков, ушек так называемых и уголков. Просто он очень аккуратно и бережно зажат камнем по периметру и аккуратно проклеен. А на фоне черного стекла белеет арка смесителя Амайкири. В зоне мойки полный комплект от этого производителя. У излива, к слову, может быть разный цвет, но я специально выбрала белый шланг, контрастный к черному. Если вы заметите, такая логика прослеживается во всем интерьере. Этот смеситель один из моих любимых смесителей 3 в 1, в котором есть и кухонный смеситель, и выдвижной излив, и подключение фильтра. Также здесь расположена мойка с 2 чашами. Маленькую очень удобно использовать для мытья, например, каких-нибудь продуктов, фруктов, а в большую складывать грязную посуду. Впрочем, ненадолго, ведь рядом тут есть посудомойка. Рядом со смесителем стоит дозатор для жидкого мыла, а под мойкой расположились фильтр и измельчитель. А мусорное ведро расположилось не под мойкой, а рядом. Вы, наверное, подумали, если в верхних шкафчиках находится кондиционер, то где хранить всякие там тарелки, чашки, вилки, ложки и другие поварешки? В острове. Вот эти все местечки. И вот тут у внимательного зрителя должен возникнуть вопрос, а где же, собственно говоря, варочная панель? Как я уже говорила, квартира пока не определилась со своим статусом, она в поиске себя. И если тут будут жить постоянно, то хозяева смогут здесь установить варочную поверхность, под которую запланировано специальное место. Здесь предусмотрительно оставлено пространство и заложен кабель внутри острова. Можно поставить варочную на 2, 3, 4 конфорки, можно здесь разместить встроенный гриль или еще чего. А если ее будут сдавать в аренду, то для редкой готовки здесь есть мобильная варочная поверхность, которую, кстати, очень удобно использовать и для фондю. Подключить ее, кстати, тоже можно на острове через розетки. Сюда же можно подключить и другие электроприборы, розеток тут на всех хватит. Я специально запланировала их сбоку, а не прямо поверх. Это, во-первых, чтобы они не занимали полезную поверхность острова. А во-вторых, в случае, если что-то прольется, можно было бы не переживать на этот счет. Ну а еще здесь есть духовка и микроволновка 2 в 1. С гладкой ручкой, чтобы при проходе не было шансов о нее зацепиться. Хотя на самом деле здесь и без того довольно широкий проход, который был запланирован специально, чтобы при перекрестном открытии фасадов острова и кухни у них не возникало конфликтов открывания. В своих видео я неоднократно рассказывала о решении сделать столешницы в один уровень с фасадами, и некоторые возмущались, что тогда убрать крошки со стола становится невозможно. Но я-то знаю, что невозможное возможно, если установить интегрированные ручки на МДФ фасады, и тогда процесс уборки будет неотличим от столешниц со свесом. На столешнице острова огромная подставка, которую я спланировала и заказала на мебельном производстве, чтобы ее можно было использовать для напитков, для сервировки или для декора. Но пока я тут разместила маленький японский садик в интерьере. Вся суть его заключена в следующем. Чтобы убраться в японском саду, чтобы все тут ровно расчистить, движение должно быть четким, а для этого надо найти баланс в кисти и почти задержать дыхание. В этот момент ум перестает думать о всякой суете и на мгновение тоже замирает. А вот это замирание ума – это очень лечебное состояние. Можно сказать, что это такой пробник медитации.
Таким образом, японский сад хоть на капельку, но действительно успокаивает. К тому же мне кажется, что современному человеку, живущему в городской среде, не хватает таких вот тактильных ощущений. Для детей есть песочницы, а для взрослых нет. Но если убрать песок, подставку легко использовать как пункт для размещения вкусняшек или как отсек для разделочной доски. Она, кстати, двусторонняя, и если ее перевернуть, то с обратной стороны она будет устроена зеркально. Все происходящее освещают черные светильники на треке белого цвета. Обычно делают либо черное на черном, либо белое на белом, а мне тут захотелось помиксовать их в соответствии с концепцией. И обратите внимание, трек выходит из одного зеркала и заходит в другое, образуя тем самым бесконечную линию, еще одну иллюзию. Несмотря на то, что это все один трек, он позволяет подключать к нему различные выключатели и включать не сразу все светильники на треке, а только те, которые вы определите на конкретный выключатель. Настраивается это на самом светильнике, и сценарий может меняться вместе с новыми обстоятельствами жизни. Сейчас здесь настроено разделение на две зоны – на кухонную и на гостиную. Рядом есть выход на лоджию с высоким черным стальным трубчатым радиатором. А лоджия планировалась как кабинет, место, где можно уединиться и поработать. В зоне дивана стоят два светильника, которые заполняют эту зону мягким и отраженным светом. Очень я такой люблю. У окна тоже стальные трубчатые черные радиаторы на черном фоне, а сверху широкие деревянные жалюзи с тесьмой. Такие жалюзи довольно популярны в странах Европы и США, но в странах СНГ о них вспоминают редко. Тем не менее, смотрятся они очень классно, и тесьма им придает какой-то такой своеобразный уют. Диван раскладывается, и создаются дополнительные спальные места при необходимости. А за картиной спрятаны розетки и интернет-розетки для телевизора. Это кресло я сюда поставила для настроения. Дело в том, что когда люди впервые на него садятся, всем сначала немножко страшненько, все боятся, но потом всегда улыбаются. И я считаю, что если мебель вызывает в человеке такую детскую, давно забытую эмоцию, то это не мебель уже, а произведение искусства. В спальне, на первый взгляд, все достаточно просто. Бежевая стена наслаивается на белую стену, подсветка подсвечивает, черная линия переходит в шкаф. Но эти объемы создают целостную геометрию, которая, на мой взгляд, очень успокаивает своей взаимосвязью и упорядоченностью. Вместо изголовья мягкая панель, на которой также размещены розетки. С одной стороны можно поставить столик, а с другой открываются шкафчики. Шкафчики специально продуманы так, чтобы открываться в узкий проход, а самый широкий распашной фасад находится сбоку и уже не задевает кровать. Один из шкафчиков также может использоваться как тумбочка, и мне кажется, это очень уютное хранение. Сверху над мягкой панелью полочка может служить подставкой для телефона, книг или декора, как у нас сейчас. В роли источника освещения здесь выступает мощная светодиодная лента, скрытая в нише, и помимо того, что ее можно включать с помощью обычного выключателя, ею можно управлять и с помощью пульта. Например, лежа на кровати. Она диммируется и в зависимости от сценария использования может как заполнять спальню светом, отражаясь от белой стены, так и давать мягкое вечернее освещение. А еще тут есть туалетный столик с подсветкой, большая секция для хранения вещей и прочие полочки по мелочи. При входе в эту зону мы оставили закладные для того, чтобы в дальнейшем можно было поставить здесь стеклянную перегородку и изолировать это пространство, если это будет необходимо. Единственная межкомнатная дверь ведет в санузел. Ее открывание ограничивается встроенным магнитным стопером, о котором я уже подробно рассказывала в обзоре своей квартиры.
В санузле я разместила предванник, с одной стороны которого находится блок для стиральной и сушильной машинки со всеми выводами, а с другой стороны находится хозяйственный блок для ручного пылесоса, средств уборки, бытовой химии, а также робота-пылесоса, и поэтому для него мы специально не доводили фасады до конца, чтобы робот-пылесос в любой момент мог выехать из своего домика на уборку. Внутри и стены, и обвязка мебели выкрашены в желтый вырви глаз цвет, чтобы каждый раз при открытии фасадов людей озаряли лучи оптимизма. А в ванной, помимо ванны, находится полотенцесушитель, такой вот палкой. Некоторым он может показаться подозрительным, но это только с непривычки. Он узкий, компактный и очень удобный. Здесь есть крючки, и если повесить, например, халатик, то он прогреется во весь рост, и можно укутаться сразу во все тепленькое. А еще на таком очень удобно отпаривать вещи, если вы, как и я, любите ручные отпариватели. Для стены пола мы взяли недорогую широкоформатную плитку, которую нарезали асимметрично и динамично разложили ее по стенам. Логика тут была обратная. Не пытаться всеми силами выровнять и подогнать все обрезки друг под друга, а сделать смещенную раскладку декоративным элементом. Но при этом, конечно же, важно соблюдать порядок в вертикалях. Мало кто знает, но есть специальные заниженные инсталляции, которые можно поставить в уровень со столешницей или раковиной. Кнопка у таких инсталляций находится сверху. Это нужно для того, чтобы крышка унитаза при открывании не нажимала на спуск воды. Накладная раковина тут размещается на столешнице, которая с аккуратной заусовкой переходит на фасады шкафчиков под раковиной. Один из шкафчиков тут придуман специально для размещения туалетной бумаги и ёршика. Внутри него находится подставка, а бумажка просто выправляется в шов между дверцами и столешницей. Я показывала в своем инстаграме, как я таким образом выправляю на своей кухне полотенчики, а теперь вот руки дошли запрятать так и туалетную бумагу. При желании эту подставку можно вытащить наружу, она и сама по себе смотрится тоже неплохо. И вот еще одна точка, где перфекционисты должны вкусить блаженство соединяющихся швов. Вот тут все швы сходятся в одной точке и не мешают открыванию сантехнического лючка. Все, кто занимается ремонтами профессионально, понимают, как много пришлось пострадать, чтобы реализовать такое примыкание. Надеюсь, вам этот обзор доставил удовольствие. Напишите в комментариях, что вам больше всего понравилось. А также записывайтесь на курс по дизайну и подготовке к ремонту и на курс ПРО. Всем дизайн!